Всем здрасте. Сегодня воскресенье. Сейчас уже поздно, без 15:09. К сожалению, раньше не мог выехать. Едем в Юрмалу. Сегодня там какой-то импровизированный слет копателей намечается. Один из местных магазинов детекторов вроде сделал сходку. Попробуем туда съездить. Я что-то тронулся и заглох почему-то. Надеюсь, все в порядке. Так, секунду. Это я просто с просонья сцепления не выжил. Вот. Отправляемся, короче, на Юрмальское побережье, в станцию Дублты. Да что ж такое, извините. Ремень надо было пристегнуть. Короче, едем на станцию Дублты. Будет интересная ситуация. Сегодня, судя по всему, хороший день. Масса отдыхающих должно быть. А копатели займут все места, если их будет много. Вся парковка будет забита копателями. Это будет смешно. Главное, чтобы нам места хватило, где запарковаться. Ну, если не запаркуемся, поедем какую-нибудь парковку дальше. Тогда импровизированный слет пройдет мимо. Вот, так что будем надеяться на благоприятный исход. Все, отправляемся выгуливать наш Деус 2. Так, началась дорога в Юрмалу. Кстати, небо хмурится. Это, в принципе, неплохо. Может быть, не будет так много отдыхающих. Может быть, я успею поставиться на стоянку, пока она не будет забита. Ну что ж, посмотрим. Нам осталось минут 15 пути, но еще надо заехать на КПП, купить пропуск для заезда в город Герой Юрмалу. И дальше будет все понятно. Подъехав к стоянке, где проходил слет, мы обнаружили, что стоянка была полностью забита. И это, судя по всему, забито было все копателями. И ни одного места не было обнаружено. Покрутившись немножко, единственное, что я смог только обнаружить, так проходящего мимо подводного копателя. Сейчас он у вас появится на экранах. Как раз я, выезжая, его застал. Он, видать, уже выкопал все свое золото и куда-то торопился выходить. Мы поехали искать место дальше. Итак, вариант со слетом копателей пролетел. Я просто не смог запарковаться. Куча машин. Вообще все, копатели заняли всю парковку, я так подозреваю. Как раз выходил там из моря подводный копатель. Вот, поэтому было принято волевое решение переместиться на другую точку, где мы сможем хоть покопать. Итак, все, я вышел на море, но я вам скажу, проблемка. 9:30 утра, запарковаться в Юрмале даже в плохую погоду нереально. Нашел какой-то кусочек. Все, выходим на море. Море такое средней спокойности. Но в принципе неплохо, и не жарко, это очень хорошо. Я тут был, я знаю, где тут яма. Пойдем ее искать. Так, короче, все, выходим на море уже. Кому надоели костные наушники на Deus 2, всегда есть возможность приобрести нормальные наушники с нормальной полной озвучкой на пьезодинамиках. Ссылка в описании на эти уши. Так что не упустите свой шанс, товар в ограниченном количестве. Все, погнали, друзья. Пойдем что-нибудь выкопаем. Итак, наш коп начинается с монеты в камушке. Вот такая монета. Мы сейчас быстренько камушек разберем. Быстро, быстро, быстро. Вот так вот. Быстро, 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 быстро. И это у нас... Это какие-то российские, 10 копеек, по-моему, старые. Ну, не старые, в смысле, какие-то... Очень российские. Не совсем старые и не современные. Друзья, есть. Вторым сигналом. Бинго есть. С пробами. Есть, 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 есть. Охереть. С брюликом. Охренеть. Вторым сигналом. Неустойчивый. Бил в железо. Обалдеть. Есть. Есть. Бинго. Так, друзья, я в шоке. Я в шоке. Не зря я поехал, в принципе, не зря.
Ну что, продолжаем, и сигналов много. Так, вышел я посмотреть на берег колечком. Этот момент надо же обсмаковать. Вот люди начинают выходить понемножку. Ну что, давайте посмотрим наше колечко. Вот такое красивенькое, да? С пробками совсем. Все то, что надо. В принципе, можно уже уезжать, по большому счету. Брюлик. Брюлик сквозной. Потом дома посмотрим. Ну что, я очень рад. Ну что, начали неплохо. Второй сигнал. И рыжьем. Идем дальше. Ну, народ понемножечку начинает на пляжи выходить. Купающиеся появляются. Но там идут тучки, может быть, они все разбегутся. Я спокойно похожу тогда. Вот, кстати, сигнал был. Бил железо. 65 железо, чистая пробка. Просто нестабильный. Не чистый. Это уже не первый раз замечаю, поэтому те, кто не копают эти сигналы, вы пропускаете кольца. А цепочка золотая, она бьет полностью в железо. Вот был такой момент. Нет, я не сам выкопал. Выкопал копатель цепочку. Я с ним встретился. Мы с ним немножко потестили. Оказалось, что на Деусе, если видит, то чисто железный сигнал был. Было прикольно. На заметку всем. Вот, кстати, такой же сигнал. 61 с отблесками железа. Ну что, давайте попробуем выкопать. Давайте в прямом эфире, если где-то не глубоко лежит. Но это, наверное, будет точно пробка уже. Хотя, всякое может быть. Чисто 60. Ну что, давайте дальше копаем. Интересно, интересно, что же это будет. А что же это будет? Кто знает. Опа. Что-то там, по-моему, в скубе. Похоже, да, что-то у меня блеснуло там. Ну, это не совсем... Ох ты, 2. Вижу, тут 2. 2 рубля, наверное, да. Так могли звенеть только 2 рубля, как золотой предмет. И смотрите, видите след? То есть на ней лежит еще одна монета. То есть она где-то, эта монета отлипла, они вместе были, скорее всего, рубль. И вот видите, кружочек след. И, скорее всего, где-то рядышком будет. Сейчас посмотрим. Новая цель в клубе. Монета. Монета совета. 3 копеечки. Давайте посмотрим, какого года. Есть ли у нас зрители этого года? Так, это у нас 3 копейки 84-го. Должны быть такие еще в строю. Отметьте, что 84-го. Скажите, подводные копатели, что многие только из-за этого звука в подводный коп пришли. Его ни с кем не перепутать. Что это у нас? Ух ты, это смотрите, это старая монета СССР. Мы сейчас с этим гербом пролетали всех стран, соединяйтесь. Юбилейчка какая-то интересная, 20 копеек. Я приложу сейчас фоточки, все. Прикольно, берем. Глубокая-глубокая была. Итак, новая цель, сигнал. 91-93, посмотрим, большой он. Ну, он довольно большой. Довольно длинный, где-то на метр. Чуть-чуть подкопну, посмотрю, конечно. Но не факт это. Новая цель, сигнал 85. Что это у нас? Какая-то большая монета. Толстая. Ага. 50 центов эстонские. Или литовские. Литовские. Но они вышли из обращения. Поэтому бесполезная монета, но берем. Ну, сувениры детям пойдет. Так. Итак, новый квест. Железный сигнал копанул.
даже пока и представить не могу, что это такое. Но что-то чем-то было. У кого какие весы, на что это похоже? Много стало в наши дни неопознанной херни. Не, игрушка, не игрушка, ну похоже игрушка какая-то. Наверное, что-то какое-то там, что-то детское. Ладно, кинем потом, сейчас до мусорника дойду, выкину. Я думаю, это интересно, не представляет большого. Так, новый сигнальчик. Сначала я увидел что-то зелененькое, это оказался осколочек стекла, потом появилась небольшая монетка. Монетка 10 копеек. Россия, по-моему. Да, 10 копеек. Интересно. Не знаю, в ходу такие, не в ходу еще монеты. Но, похоже, она ничего не стоит. Та зона, где тетушки ходят. Там, смотрю, сейчас большое количество людей заходит именно вот в это место. Там в Экосмотре все вот почему-то, ну там напротив скамейка, они переодеваются и идут прямо вот по этой полосе. Нам бы тоже туда зайти, главное, чтобы там никого не было. Цель есть, нету. Я был уверен, что она есть. Очень хороший цветной сигнал был. Но я здесь ничего не вижу. Значит, не докопал. Странно. Будем искать. Со второй попытки взял. Блестящая монета. Что это у нас? Блин, опять эстонские центы. Вообще бесполезно. 20 евроцентов было бы лучше. Это, блин, литовские. Хрень заморская. Цены немалой. Ладно. А блестит-то как. Друзья, обратиться к вам хочу. Я никому не желаю потери дорогих для себя предметов. Для того, что вот мы находим всякие колечки, там, украшения, для многих это могут быть трагедии большие. У кого-то это какие-то воспоминания, для кого-то это была дорогая покупка. Поэтому всегда, когда вы заходите в море, снимайте все свои дорогие украшения, серьги, цепочки, кольца. Положите, не надо понтоваться, особенно к дамам это относится. В большей части женские украшения попадаются. Понимаю, всем хочется выглядеть красиво, но поберегите свое имущество. Не всегда удается его вернуть. Я благодаря видосам владельцы находятся, периодически я возвращаю все эти предметы. Многим безвозмездно даже возвращаю. Хотя многие копатели не поймут. Я эту тему поднимал. Мне копатели говорили, зачем ты так делаешь, это наш хлеб. Друзья, это наше хобби на самом деле. Хлеб можно заработать и в другом месте. А для кого-то трагедия. Вот. Поэтому, друзья, кто не связан с копом, кто и связан с копом, снимайте все украшения. Постоянно приходится выезжать, кому-то помогать, что-то найти. Поэтому лезете в воду, все золото, серебро, ценные для вас предметы оставляйте на берегу. И еще очень часто попадаются скрепленные серьги друг с другом. Многие снимают серьги по этому поводу, чтобы не потерять. И каким-то образом теряют их сразу в воду. Поэтому полезный лайфхак. Прямо на волнах новая цель. Что это? Монета. Монета большая, почерневшая. 20-очка, 20 евроцентиков. Начинаем пропуск отбивать. Хотя глупо звучит, я его, по-моему, отбил на полгода вперед, наверное. Ладно, идем дальше. Ух ты, какая цель интересная. 56, 57. Где-то наверху. Сейчас посмотрим. Может быть, возьму на камеру с первого раза. Это не точно, конечно. Так, давайте попробуем совершить чудо. Нет, не взял. Короче, как Скуби будет, включусь. Новый, кстати, тот предыдущий сигнал, который 50 звенел, тот был большая консервная банка, даже не показывал. Вот еще сигнальчик 77. Монетка СССР. 3 копеечки. 83, по-моему. Если не ошибаюсь.
Ладно, берем. Погода налаживается, и это меня не радует. По мне лучше были бы тучки. Очень комфортно, мало отдыхающих. Сигнал 72. Ух ты, какая-то монетка небольшая. Блестящая. Это что? Ух ты! Сантимы Первой Республики, 20-е годы. Вот это да. И состояние-то какое идеальное. Ну, хороший слой здесь размыт. 22-й, по-моему. Блин, офигеть, приложу фоточку сейчас. Неожиданно. Неожиданно. Высокий сигнал был, уже рукой доставал. А это ракушка времен СССР. Практически ежик получился. Да, это она. Так, берем. Сигнал солнца, это нехорошо. Сейчас набежит народу, не покопаешь. Ладно, копаем, пока есть возможность. Там еще одна яма за мелью. Ладно, пойдем туда. Словил я новый сигнальчик. Погодка устаканивается. Где-то сначала был он 85, потом 70. Давайте посмотрим. Вроде как здесь, в кубе. Опа! Похоже кольцо. Похоже кольцо. Камера повешу. Ого! Смотрите, какое интересное. Витое, с рунами. О, вот это да. Такой интересный вариант кольца. Не поломалось бы. Ну, такое интересное витое колечко. Там, по-моему, проба есть даже где-то. Мне так показалось. Это да. А, вон проба вот здесь. Две пробы, похоже. Вот в этом месте. Серебришка, да. Прикольная. Такая гаечка симпатичная. Отлично, берем нехоженные места. Все копатели бегут на центральные пляжи. Самые центральные. Копают пробки, монеты. А мы ушли подальше и копаем кольца. Такой шарик попался. Интересно, на ядрышко похоже. Сейчас какахнет. Это шарик круглый. Может подшипник какой, может нет. Короче, ладно, берем шарик и шарик. Здесь годится. Друзья, похоже, у нас еще один бонус. Недалеко от кольца мы словили, похоже, серебряную сережечку. Сегодня хороший день, ювелирный такой. Ух ты, мусульманская, не, луна что ли, или что? Луна. Серьга луна, смотрите, прикольная. Офигеть, красивая. Видно вам? Блин, красота. Такого не находил. Очень оригинальная. Блин, здорово. Прикольное местечко тут. Видно вам, не видно? Вот так вот, наверное. Но она сливается с моими перчатками. Я думаю, что-нибудь видно. Вот я приложу все сбоку. Хорошо, берем. Мячик был 45. Я его достал, зазвенело. И это оказалось, я думаю, 10 копеек будет. СССР. Вот именно так звенят. Я уже одну такую выкопал. 75-й, по-моему, год. Посмотрим, какой же будет год. Год открылся 73-й. Кто 73-го, кто выжил, отзовитесь, друзья. Я за вас переживаю. Итак, я тут двинулся от побережья в сторону центра. Сейчас я вам все покажу, все расскажу, научу. Вот такая идет небольшая ямка. Вот, колечко, серьга, 10 копеек. А вон там, судя по тете, очень хорошая яма. Вон там тетя выходит из воды. Офигенная яма просто. Она сейчас как раз выходила очень удачно. Ну, народ прибывает. Так, ну все в основном
спасатели катаются. Так, ладно, идем дальше. 50, сигнал 60 всегда интереснее. Что же будет на этот раз? Это как раз оказалось то, чего мы сегодня не находили. Пивной язык. Что ж, надо его выкопать. Да. Тучи разошлись, стало жарко, некомфортно. Итак, новая находочка. Похоже, 2 копейки СССР. Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот тут сбоку надпись. Интересно, что за год, пока не видно. Но все будет приложено, прикладено, записано. Интересная монета. Главный сигнал в железку отбил. Такой 50 и в железо. 2 копейки какой-то, непонятно какой год. Вон еще сигнал 68, какая-то монета. Похоже тоже 2 копейки. Но это уже такие обычные. Года не видно. Все потом почитаем. Очень интересно. Надо будет. Я попробую приложить фотографии монет. По ходу, что я выкапывал. Так, примерно оценить эпохи. Эпохи какие тут были. Выглянуло солнце. Периодически нужно садиться, охлаждаться, чтобы не перегреться. Да, это так себе. Еще это удовольствие. Хорошо хоть 5. Кстати, эта яма, которую сейчас нашел, она мне не была ранее известна. Возьмем ее на карандаш обязательно. Будем сюда захаживать. Так, друзья, иногда полезно копать чисто железные сигналы. Ничего не понимаю, но очень интересно. Сейчас покажу. Итак, чисто железный сигнал. Колечко. Такое вот колечко попалось. Ну, бежуха, скорее всего, конечно. Но был, наверное, камушек даже. Да, кстати. Где-то спускался с катушки. Вот такое вот колечко. Ну да, это такое сувенирное. В магазинах они тут сувенирных фирм или продаются. Возможно, что-то из этой серии. Колечко и в Африке колечко берем. Давненько у нас Изольды не было. Заколки Изольды. Это вам не просто так, это знамение. Вио, победа. Что-то крупное вытащил. Сейчас я выкинул на поверхность, что-то большое. Звенит 90. Возможно, какой-то алюминий. Возможно, что-нибудь интересное. Вот ногой уже нащупал. Глубоко лежало. Вот столько сейчас край. Блин, какой-то что-то большое. Попробуем взять скуп. Это дело. По-любому достанем, еще нырнем. Нам не привыкать. Опа. Взяли? Нет, лежит. А что ногами-то нащупывал все это дело. Ладно, друзья, замылось куда-то. Сейчас я будет в кубе покажу. Достал плавательная трубка. Песком забитая. Ладно, латунная старая. С загубником. Ладно, берем. Встретил подписчиков, они где-то там на заднем плане за мной плавают. Дружище, всем большой привет. Спасибо, кто подписан, кто смотрите. Я иду дальше. Совсем нестандартная находочка. Гильза вместе с пулей, не стрелянная, кстати. Но диактив уже. А пуля вошла прям туда вовнутрь. Капсуль целый. Рисака, по-моему, если не ошибаюсь, очень тонкая пуля. Может и нет. Итак, сейчас буду понемногу убираться. Смотрите, уже день в разгаре. Люди прибавились. Уже тут начинаю по головам ходить. Постоянно кто-то проходит, выходит. Ну, будем уже, наверное, закругляться. Сейчас дойду до своего места по яме. И будем выходить. Если что интересное по дороге будет, покажу. Да, погодка разгулялась сегодня.
Вот на обратном пути сигнальчик такой. 67, четенький. Практически не меняется. Ну, давайте посмотрим, что за пробка. И один из последних сигналов уже близко к выходу. Так, что будет? Что же это будет? Всем очень интересно. Все напряглись. Взял вроде с первого, значит наверху была. Есть, друзья. Есть. Кольцо. Охренеть. Охренеть. Что, неужели золотое? Обалдеть. Ну, не знаю. Не знаю. Будем смотреть. Охренеть. Ну тут какая-то, блин, чернота. Наверное, позолота бы все-таки. Ближе к позолоте. Ну, блин, офигеть. Все в бриллиантах. Ладно. Нормально так. Нормальная тема. Берем. Не дайте никак. Крупный предмет. Ага. Какая-то бирка. Ну, ладно, это кусок алюминия. Звенел очень хорошо. Забираем. Идем на выход. Все, мы уходим. Идем на выход. Да, хороший день. Сегодня вечером я же тоже купаюсь. Но без детектора. Так, ну что, все, закончим мы сегодня против солнца, что ли? Вот так. Видим, мы возле машины сижу, сейчас подведем итоги нашего сегодняшнего выхода. Что-то как-то тускло. Даже потому что подъем. Так, ну давайте, что у нас тут попалось из интересного? Такое колечко, очень интересное. Это еще интересней. Это совсем интересно. Это, ну, очень интересно. Так, дальше у нас была луна. Такая прикольная серьга. Ну и тут из монет есть интересные варианты. 2 сантима, 28. Ой, редкий, не редкий, не помню. Так, далее было вот такая монета. 52, по-моему, или 52. Далее что-то еще было где-то. Это, наверное. Да, пролетарий всех стран, соединяйтесь. 36-й год, блин, с фокусом беда. На 36-й. Ну вот, и еще там по мелочи. Все, на сегодня заканчиваем. В телегу подписываемся. Все, я буду собираться уже отваливать назад. Сегодня неплохо мы походили, покопали, так что все. На сегодня заканчиваем. Все, всем пока. Эту историю мне рассказал пожилой человек, которому в свою очередь это рассказал дед. История эта произошла где-то в 20-х годах прошлого столетия. И даже об этой истории была заметка в местной газете. Итак, где-то в 20-е годы, где-то в этих местах, где мы проводим свои поиски, жила-была девушка лет так 20. И был у нее возлюбленный, известный в этих местах ювелир. Он был старше ее. И она очень была счастлива, что у нее такой замечательный, важный жених. Жених был очень состоятельным человеком, денежка у него возилась, как в принципе во все времена у ювелиров. Он постоянно делал ей какие-либо подарочки, часто давал ей
монетки тех времен, чтобы она могла себе что-то купить. Очень часто дарил колечки ей разные, как и из благородных металлов, так и нет, поскольку он все-таки был ювелир и знал, как это все делается. А девушка все колечки складывала в отдельную красивую баночку. И частенько вечерами она открывала эту баночку, разглядывала свои сокровища, примеряла, разглядывала монетки. Ну и так проходила ее счастливая жизнь. Но счастью не дано было длиться постоянно. В какой-то момент ювелир пристрастился к спиртному, стал часто выпивать, пропадать где-то непонятно где, приходить в пьяном виде. И девушку это очень расстраивало и пугало, неизвестность о ее будущем. И она никак не могла повлиять на эту ситуацию. И поэтому она решила обратиться за помощью к бабке, колдунье-ведунье, очень известной в этих местах. Она была с ней знакома, и поэтому она пришла к ней за помощью. Как ей сохранить свое счастье, как это все победить. Колдунья-ведунья сказала, что есть один способ. Нужно даже внести дань владычице моря, великой Изольде. Для этого она должна была собрать все свои украшения, все, что подарил ей жених, завязать это все в узелок, и этот узелок бабка колдунья-ведунья в полнолуние, зачитав магическое заклинание, забросит в пучину морскую. Девушка поинтересовалась, что за заклинание, и бабка показала ей листочек с этим заклинанием. План у нее родился моментально. Когда она уходила, она незаметно схватила листочек с этим заклинанием. В этот вечер ювелир пришел в очень сильно выпившем состоянии, он практически не держался на ногах. Она его тащила до кровати, и он достал из кармана шикарный, красивый, золотой перстень с громадным белым прозрачным камнем, который при свете свечи очень переливался красивыми цветами. И сказал: это тебе, носи. Но она прочувствовала запах женских духов, исходящий от ювелира. План родился моментально. Она поняла, что медлить нельзя ни минуты, ни секунды. Уложив ювелира, она собрала все свои сокровища в узелок. Туда положила перстень, который он только что ей подарил. Схватила бумажку с заклинанием и побежала к морю. В эту ночь стояла полная луна. Она зачитала заклинание. Шел также сильный шторм. И она метнула в пучину узелочек с сокровищами. В этот момент раздался гром, и вспыхнула молния, и озарила все вокруг. Она поняла, Изольда приняла ее дар, и с чистой совестью пошла домой. Утром она проснулась от страшных криков, и что кто-то тряс ее за плечо. Она открыла глаза, видела разъяренный взгляд ювелира. Он кричал: где это кольцо, которое я тебе вчера дал? Оказалось, это кольцо было дано ему очень важным и влиятельным человеком, чтобы он закрепил камень в оправе, который стал болтаться. Это был какой-то невероятный алмаз. Она поняла, что она что-то натворила не то. И со страху рассказала ему все. Ювелир рвал на себе волосы, кричал, бил посуду. Сказал: беги, найди мне этот камень и без него не возвращайся. Она вся в слезах рванула на море. Она примерно помнила место, где забросила камень. И бросилась в пучину, пытаясь руками нащупать узелок. Но волны были сильные. С каждым разом волна ее затягивала в море, она возвращалась, кидалась еще раз. Это видели рыбаки, которые собирали снасти.
И в какой-то момент она исчезла. И больше после этого ее никто не видел. Вот такая вот случилась история в этих местах. А еще местные говорят, что в полнолуние примерно недалеко от берега часто видят силуэт белый прозрачный, который пытается что-то найти под водой. Вот такая история случилась где-то здесь в 20-е годы. И через 100 лет, когда развилось кладоискательство, кладоискатели начали находить монетки тех времен в этих местах, колечки. Возможно, одно из колечек как раз с того узелка, но где-то здесь на дне лежит также золотой камень с громадным алмазом, который стал причиной всей этой ситуации. Как говорится, будем искать.